Официальная наука говорит, что генетика зародилась в XIX веке. Но как тогда объяснить находки, которые старше человечества? Скелеты существ, нарушающих законы биологии, и заброшенные подземные комплексы, планировка которых до боли напоминает современные биолаборатории. Сегодня мы спустимся в 6 точек на планете, где тысячи лет назад создавали жизнь. Или ужасающих монстров. И поверьте, то, что нашли в последней локации, заставит вас по-новому взглянуть на собственное происхождение. Представь себе обычную пещеру на Алтае. Холодно, сыро, пахнет пылью веков. Ученые копаются в земле десятилетиями, надеясь найти хотя бы наконечник стрелы. И вдруг – бац! Маленький кусочек кости мизинца. Казалось бы, ну кость и кость, мало ли кто там жил. Но когда эту косточку отправили в лучшую лабораторию мира, у профессоров волосы встали дыбом. Это был не человек и не неандерталец. Это был кто-то третий. Давай по-простому. Представь, что ты всю жизнь думал, что в твоем генеалогическом древе только папа и мама, а тут выясняется, что у тебя был дядя Супермен, о котором все молчали. Этого скрытого родственника назвали денисовцем. Но самое странное началось, когда стали изучать их быт. В слоях земли, которым 50 тысяч лет, нашли браслет. Но не из веток или кожи, а из хлоритолита, камня, который меняет цвет при разном освещении. И вот тут первая нестыковка, которая заставляет мозг кипеть. На этом браслете нашли след от сверления, но не просто ковыряние острым камнем. Экспертиза показала, это было скоростное стационарное сверление. Проще говоря, древний сверлильный станок. В пещере 50 тысяч лет назад. Школьник на уроке труда знает, что для такого нужна центровка, огромные обороты и очень твердое сверло. Откуда это у пещерных людей? Ученые чешут затылки, а мы идем дальше, ведь это только вход в лабораторию. Теперь самое интересное. Зачем вообще нужна была эта пещера? Есть теория, что грот Денисова не был просто домом. Это был своего рода пункт коррекции. Когда биологи расшифровали ДНК этих существ, они поняли, денисовцы были невероятно выносливы. Они могли жить в высокогорье, где почти нет кислорода, и не задыхаться. Они не боялись жуткого холода. И вот что пугает. Эти гены суперспособностей магическим образом оказались у современных жителей Тибета. Как? Официально скрещивание. Но альтернативные исследователи задают другой вопрос. А что, если в этой пещере проводились опыты по адаптации человека к суровым условиям Земли? Посмотри на планировку пещеры. Она идеальна для сохранения микроклимата. Там нашли остатки игл. Тончайших костяных игл с ушком, которые даже сегодня сложно сделать без инструментов. Зачем им была нужна такая точность? Шить шкуры или накладывать швы после операций? Генетики заметили, что ДНК денисовцев выглядит так, будто в ней подкрутили нужные настройки для выживания в экстремальных зонах. Это не похоже на случайную мутацию. Это похоже на быстрый патч для видеоигры, который загрузили прямо в геном. Но кто был программистом? Если ты думаешь, что станок и гены — это все, то пристегнись. В той же пещере нашли зубы, огромные зубы, которые не лезли ни в какие рамки. Обладатель этих зубов должен был быть гигантом под 3 метра ростом. И тут картинка начинает складываться. Пещера — это не просто жилье, это архив. Здесь хранили биоматериалы разных видов, обычных людей, великанов и технологичных денисовцев. Почему они все исчезли? Или они не исчезли, а просто закончили работу и ушли? Самое жуткое, что в глубоких слоях пещеры находят странный осадок, который не характерен для обычной почвы. Как будто там проводили дезинфекцию или использовали какие-то химикаты. Если это была лаборатория, то что они пытались создать? Нового человека? Или они пытались спасти остатки старого мира после какой-то катастрофы? Ученые находят в пещере предметы из разных концов света, как будто туда свозили образцы со всей планеты. Это был настоящий центр генетических технологий в сердце Алтая. Но самое захватывающее ждет нас впереди. Ведь если на Алтае подкручивали выносливость, то в Южной Америке в месте под названием Пума-Пунку нашли следы того, как из камня и живых клеток создавали нечто напоминающее биороботов. В Пума-Пунку блоки весом в 100 тонн подогнаны так, что между ними не пролезет волос. Но самое странное, на этих блоках вырезаны
обнаружены существа, которые выглядят как результат генетического сбоя. Готов узнать, какой завод по сборке жизни нашли в горах Боливии? Это андезит, твердый как алмаз. На блоках идеальные желоба, они одинаковы до миллиметра. Школьник знает, чтобы детали так стыковались, нужен заводской стандарт. Ученые говорят про каменные топоры. Серьезно? Это как собрать смартфон палкой. Внутренние углы здесь ровно 90 градусов. Отверстия идут линией, будто от лазерного резака. Зачем такая точность? А что, если это фундамент для герметичных инкубаторов? Посмотри на барельефы. Там существа с телом человека и головами птиц. Анатомия прорисована до мышц. В генетике это называют химеры. В захоронениях находят вытянутые черепа. Объем мозга в них в 2 раза больше нашего. Пума-Пунку был селекционным центром. Здесь выводили гигантов и мудрецов. Откуда инструкции? Главный секрет – генетический диск. На нем вырезано оплодотворение клетки. Чтобы это увидеть, нужен микроскоп. Это доказывает, здесь манипулировали микромиром. Почему все разрушено? Плиты разбросаны взрывом. Эксперимент вышел из-под контроля или создатели уничтожили улики? Но если в Боливии работали с дизайном тел, то в Египте пошли дальше. Там создали биоинкубаторы для выращивания жизни в стекле. Готов узнать, что выращивали в подземельях Дендеры? Представь, ты спускаешься в узкий душный подвал под храмом Хатхор. Стены здесь исписаны странными фигурами. И тут ты видишь их. Огромные вытянутые предметы, похожие на гигантские стеклянные колбы. Внутри каждой колбы извивается змея. Но присмотрись, она выходит из лотоса, который подозрительно напоминает штекер или разъем, а от него тянется толстый кабель к ящику-аккумулятору. Ученые говорят, это просто символ аромата. Серьезно? Любой физик на месте скажет, да это же лампа или ускоритель частиц. Но в биологии змея – это символ ДНК. Что, если эти лампы на самом деле были прозрачными инкубаторами? Внутри сосудов на барельефах видны маленькие человеческие фигурки, которые созревают. Это выглядит как сцена из фильма про выращивание клонов. В Дендере эти устройства называют первоначальным местом рождения. Конкретное техническое устройство, к которому подведены кабели, а рядом стоят существа с ножами, словно хирурги на операции. Кто ими управлял? Боги с головами соколов и львов? Если у тебя есть технология выращивания жизни в колбе, смешать гены человека и хищника – лишь вопрос времени. В Египте нашли 1000 мумий, но саркофаги в Серапеуме – это нечто иное. Огромные гранитные ящики весом в 100 тонн. Когда их вскрыли, там не было людей. Там была каша из костей разных животных, перемешанных вместе. Похоже, древние экспериментаторы утилизировали неудачные опыты. Храм Хатхор был фасадом, за которым скрывались лаборатории по созданию божественных гибридов. Как это работало? В криптах Дендеры нет копоти от факелов. Значит, там было светло без огня. Инкубаторы поддерживаются столбами джет. Инженеры-электрики в один голос говорят: это высоковольтные изоляторы. Изоляторы, кабели и генетическая спираль внутри. Это описание биолаборатории 21 века. Похоже, боги использовали энергию, чтобы заставлять клетки делиться быстрее и принимать нужную форму. Почему все исчезло? На поздних барельефах сосуды разбиты, а существа внутри погибают. Сбой или восстание? Лаборатории запечатали, а знания превратились в мифы. Но если в Египте растили жизнь в стекле, то в Индии армии клонов рождались в железных утробах. В эпосе Махабхарата описано, как из 100 горшков вышли живые воины. Готов узнать, где скрыты тайны индийских лабораторий? Представь историю возрастом 5000 лет. Царица Гандхари ждет ребенка необычайно долго – целых 2 года. И вот вместо младенца на свет появляется странный мясной шар. Твердый, холодный и безжизненный. Любая женщина в древности в ужасе бы его выбросила. Но появляется мудрец Вьяса. Присмотрись, он ведет себя не как святой, а как главный инженер лаборатории. Он приказывает разделить этот биоматериал ровно на 101 часть. Каждую помещают в отдельный горшок с маслом и запечатывают в подземелье на 2 года.
Через положенный срок из каждого горшка выходит живой ребенок. Так появились 100 братьев Кауравов, армия, созданная из одного генетического исходника. Любой, кто слышал о клонировании, поймет, это описание выращивания в питательной среде. Горшки с маслом – идеальная метафора для термостатов. Вьяса не был магом, он был мастером репродуктивных технологий. Он взял стволовые клетки и размножил их в инкубаторах. Зачем древним индийцам штамповать людей сотнями? Эти 100 братьев не были обычными детьми, они росли неестественно быстро и обладали сверхчеловеческой силой. Они были буквально запрограммированы на войну. Похоже, лаборатории Куру создавали биомодифицированных солдат. В текстах упоминаются ракшасы с невероятной регенерацией и наги – люди-змеи. Через линзу генетики это не сказки, а направленные мутации. Нужно вырыть канал? Создаем гигантов. Нужно разведать территорию? Создаем существ, меняющих цвет кожи, как хамелеоны. Но за игры с природой всегда приходится платить. Почему эти технологии исчезли? В Махабхарате описано оружие Брахмастра. Вспышка ярче 1000 солнц, выпадение волос и ногтей, ядовитая еда. Любой, кто знает историю Хиросимы, узнает здесь ядерный взрыв. После битвы земля стала бесплодной, а дети рождались с уродствами. Это прямое описание генетического повреждения радиацией. Лаборатории были уничтожены вместе с их создателями в ходе глобального конфликта. Но что, если образцы тканей удалось спасти? Например, перевести в ледяные пещеры Европы, где холод сохранил биоматериал тысячи лет. В австрийских Альпах спелеологи нашли сеть тоннелей – дороги в ад. Там обнаружили герметичные сосуды с биоматериалом, который не принадлежит ни одному живому существу на Земле. Это был запасной план древних генетиков. Готов узнать тайну ледяных хранилищ Штайк? Представь себе узкий лаз в скале. Ты втискиваешься внутрь и оказываешься в идеально ровном коридоре. Стены здесь не просто гладкие, они выглядят так, будто их оплавили мощным тепловым лучом, превратив гранит в стекло. В Австрии и Германии таких тоннелей тысячи, их называют Эрдшталли. Школьник, видевший работу 3D-ручки, сразу поймет – это не кирка и лопата, это высокотемпературное воздействие. Но вот что странно – эти лабиринты слишком узкие для жизни. В них нельзя разойтись двоим взрослым, там нет места для очагов или мебели. Зачем строить тысячи километров подземных дорог, по которым неудобно ходить? Ответ нашелся в дальних секциях пещер Штайк. Там обнаружили герметичные ниши, где температура всегда замерла на одной отметке – идеальный природный холодильник. Исследователи нашли там древнюю керамику вытянутой формы, поразительно похожую на современные лабораторные пробирки. Анализ налета на стенках показал наличие сложных белков. Это не склад еды, это банк данных. Огромное хранилище биоматериалов, спрятанное глубоко под землей на случай глобальной катастрофы. Если Индия была фабрикой по производству солдат, то Альпы стали глобальной библиотекой геномов. В Штайк нашли костяные иглы, на кончиках которых сохранилась органика, которой миллионы лет. Там обнаружили ДНК существ, официально вымерших задолго до появления человека. Это настоящий Ноев ковчег, только не деревянный корабль, а высокотехнологичное криохранилище. Местные легенды о карликах и белых дамах, выходивших из пещер, обретают иной смысл. Возможно, это был обслуживающий персонал, специально выведенные существа, приспособленные к жизни в темноте и тесноте. Их задачей было следить за сохранностью образцов. В некоторых флаконах нашли ДНК, которая совпадает с человеческим лишь на 70%. Кто эти остальные 30%? И чью кровь хранили боги рядом с нашей? Самое необъяснимое – это акустика. Звук в тоннелях распространяется на огромные расстояния без искажений. Инженеры говорят, такая форма идеально подходит для передачи волновых сигналов. Возможно, лаборатория была частью глобальной сети обмена данными. Ученые зафиксировали странный электромагнитный фон, который пульсирует с определенной частотой, как будто древний прибор до сих пор ждет команды на разморозку. Что будет, если эти технологии попадут в руки современных корпораций? Но если в Европе это был тихий архив, то в горах Китая древние инженеры построили нечто масштабное. Целую систему труб, перекачивавших химикаты для огромных биореакторов прямо из недр Земли.
Из скал Байгуна торчат железные трубы, которым 150 тысяч лет. Это была система жизнеобеспечения для чего-то огромного, что до сих пор спит внутри горы. Готов узнать тайну железных артерий Китая? Представь, пустынный, почти инопланетный пейзаж, острые скалы и мертвое соленое озеро Тосом. Археологи исследуют пещеру в горе Байгум и внезапно натыкаются на нечто, чего там быть не может. Физически. Из стены потолка пещеры торчат трубы, идеально ровные, разного диаметра, от тонких, как соломинка, до огромных, в которые может свободно пролезть взрослый человек. Они уходят глубоко в монолит горы и тянутся до самого дна озера. Ученые взяли образцы металла и замерли. Возраст труб около 150 тысяч лет. В то время наши предки только-только научились оббивать камни друг от друга. Школьник на уроке химии знает, железо в земле быстро превращается в ржавую труху. Но эти трубы состоят из сплава, который на 8% содержит неизвестное вещество, не дающее металлу разрушаться веками. Это не остатки древнего водопровода. Зачем тянуть сложнейшие коммуникации из соленого озера в безжизненную пещеру? Инженеры-химики выдвинули смелую гипотезу. Соленая вода – это идеальный электролит. Если у тебя есть трубы, озеро и правильные металлы, ты можешь получать чистый водород или электричество прямо из воды. Похоже, пещера Байгум была энергетическим узлом, который питал огромную систему жизнеобеспечения. Систему, которая поддерживала жизнь в чем-то, что находилось глубоко под землей. Самое странное обнаружилось при анализе налета внутри труб. Там нашли следы соединений азота, фосфора и калия, а также органику, напоминающую плазму крови. В современной науке такие смеси используют в биореакторах, огромных чанах, где выращивают искусственное мясо или стволовые клетки. Трубы Байгуна работали как вены и артерии огромного организма. По одним подавалась соленая вода для энергии, по другим – химикаты для кормления биологических объектов. Внутри горы Байгум работал автономный завод по производству биологической массы. Представь себе тысячи инкубаторов, как в Египте, или горшков-контейнеров, как в Индии, которые соединены этими железными пуповинами с недрами земли. Исследователи заметили, трубы расположены по схеме, напоминающей материнскую плату компьютера. Кто-то превратил целую гору в гигантский процессор, который управлял эволюцией на планете. Почему все это затихло? Ответ кроется в самом озере. На его дне находят тектиты – камни, оплавленные при чудовищных температурах. Похоже, 150 тысяч лет назад произошла великая перезагрузка. Лаборатории были взорваны, чтобы стереть следы экспериментов. Те, кто управлял этими артериями, просто нажали кнопку «Delete». Но трубы остались, как немой укор нашей официальной истории. Они доказывают, мы не первые, кто пытался играть в творцов. Все, что мы разобрали сегодня, от алтайских сверл до китайских труб, это части одного пазла. Мы не случайный результат эволюции. Мы – проект. Проект, который когда-то выращивали в этих подземельях, поили через железные трубы и обучали в мегалитических храмах. И самое страшное, некоторые из этих лабораторий, возможно, до сих пор находятся в режиме ожидания, пульсируя в глубине скал. Мир гораздо сложнее, чем в учебниках. Каждая находка приближает нас к правде. Земля – это гигантская лаборатория, а мы – ее главные подопытные. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной. Впереди еще больше тайн. Подписывайтесь, чтобы не пропустить момент, когда история перевернется снова.